Харибашвили – самый дорогой игрок чемпионата Грузии, Хвича и Гагличидзе опять подорожали, ну а Микаутадзе отличился, Сакартвелуа номер 12, погнали! Друзья, всем привет! Возможно, это заключительный выпуск в этом году, потому что, знаете, сейчас все чемпионаты ушли на рождественские праздники, следующий вторник это вообще уже 31 декабря, поэтому давайте так сходу всех с наступающим. Ахалицели, да, по-моему, или как будет? Поэтому, друзья, Гилот Сафт, Дамдек, Ахалцелс. Но прежде чем отмечать, прежде чем праздновать 2025, который, я надеюсь, станет для нас еще более лучшим годом, в котором, я надеюсь, и сборная Грузии прекрасно выступит, давайте все-таки даже не итоги года подведем, а итоги минувшей недели и начнем с традиционного блока новостей. Инфляция в Грузии. Казалось бы, эта новость могла появиться где-нибудь на других каналах, но у меня здесь речь, конечно же, не про цены на мандарины, хачапури, хлеб, сыр, сулугуни и прочее, а про грузинских футболистов, потому что, например, Саба Гагличидзе вообще, вот вы помните себя в январе, что вы делали вообще, что вы покупали, знали ли вообще такого футболиста Сабу Гагличидзе? Я признаюсь, что не знал, и вот сейчас Трансфермаркт перед Новым годом, как будто бы, знаете, Саба будет популярнее вообще любых угощений к столу, и вот Трансфермаркт поднял на него цену. Высокий спрос. Я в этой ситуации немножечко, знаете, сожалею, что нельзя покупать как криптовалюту или как какие-нибудь биткоины акции грузинских футболистов. Представляете, вот купили бы мы перед даже квалификацией на евро акции какого-нибудь Микаутадзе, например, там, или Качарашвили, или того же Саба Гагличидзе. И вот сколько бы мы уже заработали, потому что Саба Гагличидзе, он в начале года, знаете, сколько стоил? 350 тысяч евро. Конечно, у меня таких денег нету, не уверен, что они есть и у вас, но, тем не менее, представляете, вот за год стоимость футболиста выросла от 350 тысяч евро до 8 миллионов. Представляете, вот всего человек просто поиграл полсезона в серии А, в октябре его стоимость была 5 миллионов евро, а теперь уже 8. И знаете, мне кажется, если мы с вами особо не страдаем от этой футбольной инфляции, то вот какие-то боссы футбольных клубов Италии, я слышал, да, про интерес со стороны Ювентуса, они наверняка страдают, потому что, ну, можно было бы и купить Гагличидзе пораньше, а теперь это уже обойдется в копеечку. Ну и Хвича Кварацхелия, он вернулся на свои 85 миллионов евро, его топовая цена, к сожалению, травма у него была. Ну вот, знаете, всю неделю мы обсуждали, сыграет ли он в итоге в матче чемпионата Италии. Вышел на замену вместо Давида Нереша, которого кто-то прочит как замену Хвичи Кварацхелии. Ну вот не знаю, сейчас есть время так выдохнуть, отметить Рождество в Италии, ну и потом возвращаться, потому что мы, конечно же, ждем еще голов от Хвичи и ярких результативных действий. Ну а кому интересно, я вот заморочился, нашел вообще сборную Грузии по стоимости на текущий момент. Вы видите, кстати, что в защите по стоимости у нас немного другое сочетание, и кто знает, может быть, кстати, в ближайшем году мы увидим такие сочетания. Гурама Каши нет в этой сборной. Но хотя, знаете, я вживую видел, как он дает установки, как подсказывает игрокам. Я считаю, что он этой сборной еще нужен. Продолжаем новости финансовых рынков, грузинских финансовых рынков. В этот раз Трансфермаркт опубликовал еще топ-10 грузинских футболистов, то есть топ-10 футболистов, выступающих в чемпионате Грузии по стоимости. И есть ли у вас какие-то предположения, кто может быть здесь на первых местах? Меня самое главное радует, что 3 грузинских футболиста, никакие не легионеры, какие-нибудь испанцы, итальянцы или кто бы то ни было еще, а вот именно грузинские футболисты, они в топ-3, причем 2 первых места занимают вообще футболисты, которым даже 18 лет нет. Вот так выглядит топ-10 самых дорогих грузинских футболистов, которые выступают именно в чемпионате Грузии. Ну и давайте пойдем по порядку. Первое место у нас Саба Харибашвили, 16-летний защитник из Динамо Тбилиси, 21 матч у него равнули лиги в этом сезоне. Ну, знаете, печально, конечно, что Динамо Тбилиси вот так вот сезон закончила, как-то невзрачно, но, знаете, может быть вообще то, что вот эти молодые футболисты, они получили такую практику, может быть в итоге это и даст больше пользы грузинскому футболу, чем условное очередное там уже 125-е чемпионство Динамо Тбилиси. Ну, это я, конечно, утрирую, но тем не менее. Вахтанг Салья, 17 лет, вы все прекрасно помните, он уже стал игроком Ньюкасла. Так вот, он в этом сезоне сыграл 29
29 матчей, 6 мячей забил, 2 голевых, сыграл в Лиге конференций. И знаете, вот эта невзрачная игра против черногорского Бара, пожалуй, Морнера, простите, из города Бар. Ну, вспомнить особо нечего, но вот то, что Салия там забил свой первый еврокубковый гол, вот это, мне кажется, в памяти останется. Не уверен, что Ньюкасл этот матч смотрел, но, наверное, какое-то влияние это голевое действие оказало на решение боссов Ньюкасла. И третье место — это Георгий Кахридзе, капитан Иберии, капитан чемпиона Грузии. Блестящий у него сезон, 35 матчей, 16 плюс 6 по результативности. Блестящий, добавить здесь нечего. Но вы можете посмотреть другие места в топ-10, там уже очень плотненько. И, ну, скажу вам, если ниже посмотреть, там очень много футболистов со схожей стоимостью, то есть каких-то прям таких супер ярких звезд нет. Но мы вначале поговорили про подорожание грузинских талантов. Я уверен, что Вахтанг Салия, дай бог, со здоровьем у него будет все в порядке, он еще в цене вырастет, и он своего последнего слова уж точно не сказал. Ну, кстати, 24 место занимает Георгий Милкадзе, который был героем моего выпуска. Интервью с ним у меня на канале есть, можете посмотреть. Там много всего интересного про Грузию глазами грузина, который жил до этого в России. Пока мы считали деньги, в Грузии, в Казахстане лучшим полузащитником сезона признали Георгия Зария, который выступает за футбольный клуб Кайрат. Можно сказать, что он сделал клуб чемпионом. Если вы не понимаете вообще, о чем речь и вообще зачем я про это рассказываю, давайте просто посмотрим на его забитые голы в этом сезоне. Қайтадан Георгий қақпаға соққы, гол! Зария қақпаға бірден тепті және гол! Добавлю, что именно гол в матче против АТРА в заключительном туре принес алматинцам чемпионство. Зария забил с пенальти. И, знаете, я был на некоторых матчах в Алмате, и я видел, что это прямо настоящий лидер. Он вел команду за собой, он там и начинал атаки. Не всегда это были результативные действия, но очень активно он участвовал. И вы знаете, вот этот задор его грузинский, я помню серию пенальти, когда вот в Кубке Лиги команда проиграла, и Зария там прямо всех подбадривал. Грузины были в команде соперника. К сожалению, Кайрат тогда проиграл, но вот тот матч на меня впечатление произвел. Стоит ли говорить, что Зария тогда 2 мяча забил, без которых бы и серии пенальти, собственно, не было. Я уверен, что этот парень заслужил играть в сборной. 30 матчей, 9 плюс 7, солидные цифры. Знаете, хотел бы обратиться, пользуясь случаем, к главному тренеру сборной Франции. Уважаемый мистер Саньоль, обратите, пожалуйста, внимание на Георгия Зария. Извините. Désolé, monsieur Саньоль. Je suis sûr que ce genre méritait sa chance dans l'équipe géorgienne. Ну и переходим к нашему традиционному обзору. Вот так сегодня коротко, быстро. Праздники уже надо готовиться, закупаться, отмечать. Давайте посмотрим, что было интересного. Ну, наверное, главное событие — это Георгий Микаутадзе, или Жорж Микаутадзе, как мы больше привыкли его называть. Опять он выходит на поле. В этот раз, кстати, интересно, играли в Кубке Франции против команды не самой сильной, вели 1-0. И вот Лаказет, ничего он не сделал, выходит Жорж, получает мяч, и все, и 2-0. Там потом соперник Лиона 1 мяч отыграл. Но какая нам разница, какое до этого дело. Вообще посмотрите на саму комбинацию. Мне очень нравятся вот такие команды, которые быстро комбинируют. И посмотрите, как Жорж чувствует своих партнеров по команде, как он открывается, забегает. И потом на уверенном, можно так сказать, решает эпизод. Видели, даже вратарь как будто бы не понял, что делать. Он просто рухнул и говорит: Жорж, давай, с наступающим. Таким образом, у Жоржа уже 6 голов в 9 последних матчах, а далеко не во всех играх он выходил в старте. И вот уже пишут грузинские СМИ, что интерес к футболисту сборной Грузии проявляют Вест Хэм, Галатасарай, Рома и Ювентус. Вот интересно, вот с такой интригой мы уходим в 2025 год, но пишут, что Лион минимум 25-30 миллионов евро попросит за этот трансфер, если он все-таки состоится. Ну а состоится ли он, мы узнаем, конечно, чуть позже. Идем далее. Про Хвичу я уже немного сказал. Буду Зивзивадзе. Что он творит? Я каждый раз, когда вижу, что Карлсруэ забивает, открываю и удивляюсь вообще, сколько Зивзивадзе уже в этом сезоне забил. Но если быть точными, у него в 17 матчах 12 плюс 3. И знаете, могло быть не 12, а 15 и 16, потому что несколько раз голы отменялись. Вот знаете, приходит уведомление, радуешься, забуду, а потом гол отменяют. Но в этот раз было иначе. Играли на выезде против команды Падерборн, выиграли 2-1. Зивзивадзе поучаствовал в 2 забитых мячах. Но если посмотреть, вы знаете, на софаску
Софаскора есть такая тепловая карта, и вот ты смотришь там, кто больше атаковал. И, конечно, поражает, какой процент матча владел мячом Падерборн, как они вообще не выиграли. Но вот это золотое правило, если Зевзеват забивает, Карлсруэ побеждает. И сейчас у Карлсруэ, в общем-то, все неплохо. Но опять посмотрите на таблицу. От 1 до 12 места всего 9 очков. То есть что угодно в этой таблице может случиться. Главное, чтобы Буду играл. Я надеюсь, что доктора о нем позаботятся, чтобы он дальше забивал. Ну и, конечно же, матч Грузия-Армения. Я жду голов от Буду. Тем более март — это его месяц. Ну куда же без этого. Еще один Георгий Цитаишвили появился на замену. Также, знаете, это уже такой грузинский стиль какой-то, выходить на замену и что-то делать с мячом, забивать или отдавать голевые передачи. И вот Цитаишвили вышел за Гранаду в матче против Эйбара, отдал голевую, сыграли 1-1. Вот Цитаишвили, знаете, как-то так то ладится, то не ладится. Может быть, где-то даже похоже на то, как у Микаутадзе было, но все-таки немного другая позиция. Но, тем не менее, давайте за Георгия порадуемся. Наконец-таки он результативным действием отметился. Мне кажется, что вообще Гранада — это не то, что команда не уровня, но он там должен просто солировать, вот как Зуриков в Сент-Этьене солировал. Я думаю, ни меньше, ни больше. Георгий Чеквитадзе и его Уотфорд играли на выезде против Бернли, непростой матч, проиграли 1-2, но знаете, что самое любопытное, Георгий опять лучше в составе своей команды по всем статистическим показателям, оценки у него топовые, но, как говорится, один в поле не воин, и тем не менее с такой игрой, с такими показателями у меня здесь тоже большие сомнения, что Георгий доиграет до конца сезона в Уотфорде. Самое главное, чтобы со здоровьем у него все было хорошо, и я уверен, что команды АПЛ, они так иногда поглядывают в сторону Уотфорда, и я думаю, что уже где-то там в подворотнях, где-то возле дома Чеквитадзе уже предлагают ему контракты. Ну, вы знаете, что Георгий, он продлил соглашение с Уотфордом. Я думаю, что он там за спиной родного клуба ничего такого делать не будет. Ну, а выйдет ли кто-то с официальным предложением, я не знаю. И вообще, знаете, у нас на 2025 год вот такая интрига. Кто из современного состава сборной Грузии сейчас у нас первый сыграет в АПЛ? У нас есть Салия, да, который уже в Ньюкасл перешел. Есть Мамардашвили, про которого, кстати, мы еще поговорим, который фактически в Ливерпуль перешел, но вряд ли он сыграет там раньше будущей осени или будущего лета. И вот есть Чеквитадзе, который тоже, Уотфорд, конечно, там борется за вот эту путевку, у них есть матч в запасе, там все очень непросто, но теоретически и Чеквитадзе может туда попасть. А что, если все три попадут, а кто сыграет первый? Короче, есть большая вероятность, что в АПЛ мы увидим уже грузинские противостояния буквально в следующем году. Саба Гагличидзе, о котором мы уже поговорили, он сыграл за Эмполи, вышел в старте, вроде бы оправился от повреждения, но здесь был такой, знаете, заруба настоящая была, не матч, а вот реально заруба против Аталанты, которая боролась за право вернуться на первое место. Был счет 2-2, какое-то было повреждение у Гагличидзе, его в итоге заменили, и вот уже без Сабы третий гол пропустили. Гости, ну что же, 8 миллионов это не просто так, они тоже играют в футбол. Вот, к сожалению, такая череда травм охватила грузинских футболистов. Здесь у нас была травма Хвичи, как будто бы он вернулся. Вот теперь Гагличидзе. И Качарашвили, он получил повреждение еще до своей игры, до игры Леванте. Там что-то у него с лодыжкой. Но как будто бы все нормально. 7 января, после всех праздников, он должен вернуться на поле. Мы его увидим. Но не увидим мы уже Рубена Бараху, который вот так вот мучился с Валенсией, мучил бедолагу Георгия Мамардашвили, который там просто пытался один тащить все, что можно, но не получалось. Валенсия идет на дне таблицы. Я желаю, конечно, этой команде какого-то тренера помощнее, поинтереснее, потому что при всем уважении Бараха свой период в клубе провалил. Вот такой был выпуск. Поздравляю вас еще раз с наступающим Новым годом. Пусть все ваши мечты сбываются, пусть в доме царит тепло, и желаю вам встретить новый 2025 год в кругу родных и близких, а не на холодных улицах. И пусть все у Грузии получится. Сакартвелос, Гаумар. До новых встреч. Запрещай!